Я сегодня в штате Монтана. Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Друзья дальнобойщики, если вам интересно посмотреть Америку так же, как мне, есть траковая стояночка, на которую вы можете припарковаться, но провести тут время, погулять. И, кстати говоря, в конце видео я оставлю подробное описание, как попасть в эту локацию, даже геолокацию, чтобы просто забить в навигатор и приехать сюда. Раз, два, три, четыре. Стоянка под 4 трака, поэтому, как бы, честно сказать, такое место может быть занято. Желательно проехать здесь с утра пораньше. Я сколько раз проезжал мимо, и когда я первый раз увидел эту стоянку, и потом сколько раз я заезжал, каждый раз всегда было место. Проблем с парковкой никогда не было, поэтому я думаю, что и вас не будет. Очень красивое место, ребят, очень. Сейчас мы спустимся к речке, вы посмотрите. Здесь разрешена рыбалка. Правила поведения в Эрии. Тут какие-то предостережения, какие-то натамсы. Вот. И тут карта, вот даже можно посмотреть, где можно на лодке спуститься. Красивенное место. Сейчас я буквально постараюсь за 5 минут вам все показать. Не знаю, получится это или нет за 5 минут. Я надеюсь, что получится. Если вы стоите и смотрите на плакат с правилами, то вы не сможете не заметить тропинку справа от плаката, которая ведет на небольшой холмик. Путь от плаката до вершины холма займет всего пару минут. Вы не пожалеете, что проделали этот путь, потому что, поднявшись на вершину холма, вам откроются невероятно потрясающие виды, увидев которые, первое, о чем я подумал: эх, как жаль, что Пушкин и Лермонтов не видели этих мест. Самые красивые виды посмотрели, теперь надо спуститься к речке. Попробовать, что за температура воды, может быть, искупаться, не знаю. Чтобы пройти к речке, нам нужно от траковой стоянки, вот он трак мой стоит, нам нужно от траковой стоянки пройти по тропинке, мимо туалета, и дальше будет спуск к речке. Кстати, если вы не трак-драйвер, вы не работаете на траке, вы можете сюда приехать на простой машине, на легковой. Это сделать еще проще. Парковок всегда полным-полно будет. Поэтому очень красивое место, вообще очень рекомендую. Правила рыбалки. Какую рыбку можно ловить. Прям вот от этого плаката идет вниз тропиночка. Будьте осторожны, потому что тропинка очень скользкая, здесь песок.
камушки. Уже отсюда какие красивые открываются виды. Просто с ума сойти. Очень красивый пляж. Сейчас спустимся ниже, покажу. Купаться я не стал, но ножки намочил. Ну, я вам хочу сказать, здесь и глубина приличная, и вода как бы не холодная. То есть, в принципе, можно было бы искупаться. И уже температура начинает подниматься на улице. Если проезжать здесь в обед, в летнее время, я думаю, что окунуться в этой речке будет вот такой бодряк. Ну что, дорогие друзья, я вот нахожусь прямо сейчас в таком красивенном месте. И я вам хочу сказать, я примерно со всеми съемками пробыл здесь, ну, наверное, ровно час. Если вы сюда приедете, не собираясь снимать какие-то travel-блоги, да, я думаю, что максимум у вас будет перерывчик в 30 минут. Вы погуляете по этой красивой локации, полюбуетесь этой красотой, заодно разомнете немножко батоны, потому что спуск и подъем сюда, ну, не прям сложный, но, конечно, покарабкаться придется. Вот, и, ребят, просто посмотрите, в какой я красоте. Это какое-то невероятное место. Вода, кстати, очень классная, и я прямо сейчас подумал, вот прям в данную секунду, когда я снимаю это видео, думаю, что 100% найдется какой-нибудь комментатор, который мне напишет: Ник, ты был здесь, в этой красоте, и не искупался. Поэтому я решил сразу этот момент исправить. Сейчас мы перевесим микрофончик. Пойдем купаться, друзья. Я думаю, что я бы, наверное, даже сам себе этого не простил, если бы не искупался. Кроме того, чтобы размять ноги, здесь еще можно размять руки. Здесь течение прям приличное.
Только прыгаешь в воду, сразу начинает сносить, и это классно. Я оставлю в комментариях геопозицию, чтобы вы могли приехать сюда и понаслаждаться вот этой красотой дикой природы штата Монтана, Соединенных Штатов Америки. Даже если вы трак-драйвер, вы можете смотреть красивые классные места. Может быть, это не супер достопримечательность Соединенных Штатов, но это супер классное место, я о котором мечтал снять видео. А мечты сбываются, друзья. Я проверял. Это все хорошо. Теперь надо обратно до трака добраться, потому что полотенце в траке. Я не планировал купаться. Ну ладно. Сейчас доберемся, как-то оботремся. Все будет ништяк. Это все хорошо, пора возвращаться в трак. Класс. Работу никто не отменял. Честно скажу, друзья, даже не хочется отсюда уходить. Очень клевое место. Я уверен, что я в следующий раз сюда приеду. Я нагоню графика прям побольше, куплю лицензию и попробую порыбачить тут. Я думаю, что здесь куча рыбы, куча. Судя по тому, что даже вот в этих лужах, которые я сейчас покажу, огромное количество маленьких рыбешек, маленьких мальков. Сейчас я попробую заснять, если они пугаются, конечно, когда я подхожу. Ну, посмотрим, сейчас попробую. У меня уже нет слов. Они закончились. Правда, очень красиво. Это классно, когда есть возможность еще и искупаться вообще. Посмотрите, какой песочек. Сейчас будет полный трак песка. Сейчас буду оттряхиваться, прежде чем залазить. Думаю, что там за шум внутри, хотел сказать. Что за шум в кустах? А это бурундуки. Такие прикольные. Если кто смотрел Чип и Дейл, а вот имейте в виду, что здесь, в этой локации, опа, вы можете посмотреть бурундучков. Ну, прикольные такие, милые, полосатые. Ну и достаточно крупные, потому что я уже в Америке встречал бурундуков легендарных. Вот. Но не таких крупных. Эти размером почти как белка. Такие. Хайкинг. Фух. Разминка, улет. Можно теперь весь день ехать. Ну и, конечно, будем этот часик лишний нагонять сегодня. Ну как нагонять? Просто лишний час проедем. Такие дела, друзья. А теперь, друзья, как и обещал, расскажу о том месте, где мы сегодня побывали и как сюда добраться. То место, где мы с вами сегодня погуляли, называется Рестерия. А расположена она на берегу реки Кларк-Форк. Река Кларк-Форк – крупнейшая по объему воды река в штате Монтана и одна из длиннейших в регионе, протекающая также по северной части штата Айдахо, США, и являющаяся важной частью водосборного бассейна реки Коламбия. Ее длина составляет около 500 километров, площадь бассейна – около 60 тысяч кубических метров. Во время последнего ледникового периода около 15-20 тысяч лет назад ледниковый слой формировал ледяную плотину, создавшую ледниковое озеро Миссула, которое занимало бассейн Кларк-Форк. Периодические разрушения ледяной дамбы вызвали гигантские наводнения – Миссульские потопы, которые сформировали многие географические черты на западном побережье США.
Территория реки издревле была населена коренным племенем плоских индейцев Flathead Tribe. Реки Кларк-Форк и прилегающие территории веками обеспечивали пищей и ресурсами коренные народы и позднее европейских переселенцев, включая ирригацию и выпас скота. Таким образом, река Кларк-Форк является значимой природной системой с уникальной историей ледникового периода, глубокой культурной ценностью и масштабным промышленным наследием. Чтобы добраться до этого места, вам необходимо загуглить Alberton Rest Area Eastbound или перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику. Ссылочка прямая на геолокацию данного красивого места. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Пока-пока.